Наш партнер – интернет-магазин joyspec.ru. Широкий выбор автомобильных JDM аксессуаров и тюнинга в наличии. Доставка по всей России. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у нас видео про серьезный автомобиль. Да-да-да. Знаете, как у Заруцкого есть видео «Обзор для твоей мамки». А сегодня на моем канале будет видео «Обзор для твоего папки». Это Toyota Hilux Surf. На самом деле, я так скажу, те, кто дофига англичане, я рекомендую вам вот это свое сильно правильное произношение поместить куда-нибудь подальше. Потому что Hilux и потому что сурф. У нас, как всегда, есть внедорожный консультант. На этот раз это очень серьезно переработанный Кариб. Я надеюсь, когда-то он появится у нас на канале тоже. Hilux Surf третьего поколения. 185 кузов. Чем, ребят, хорош Hilux Surf, особенно в этом поколении? Я вам, ребят, объясню очень простую вещь. Несмотря на то, что построен этот Hilux на одной платформе с Prado, да, с Land Cruiser Prado, знаете, Хайлюксы не покупают богатые папики для своих девушек, чтобы в случае, если она в кого-нибудь влупится, чтобы она осталась живая. Хайлюксы все-таки покупают мужики, которым именно хочется проехать куда-то, куда обыкновенно даже кроссовер не проедет, а все-таки проедет что-то более серьезное. В этом поколении у нас предлагается три двигателя. 2.7, четырехцилиндровый всего, да, между прочим. 3.4 V6, это как бы круто уже, да. И, разумеется, дизельный. Дизельный мотор 1КЗ, знаменитый, 1КЗ, турбодизель. Он бывал у сурфа либо без, либо с интеркулером. 145-150 лошадиных сил, но самое главное 350 крутящего момента, который уже на 1800. Между прочим, те, которые попозже, уже рестайлинговые версии сурфа, у них дизель с непосредственным впрыском, мощность у него возросла до 170 лошадиных сил. Вот, наверное, самый такой в тему для трофи-рейдов. Но опять же, для летних трофи-рейдов, потому что если покупается сурф в Сибири и эксплуатируется зимой, с дизелем надо быть внимательным. Хорошее качество топлива, а где у нас оно хорошее? Ну и, конечно, дополнительные расходы на установку Webasto. У нас все-таки, когда ты идешь на парковку и знаешь, что у тебя там стоит бензиновый сурф, то ты уверен, что он заведется. А когда ты идешь на парковку, там у тебя стоит дизельный сурф, возможно, что он и не заведется. В этой конкретной машине всего лишь 2.7. Да, я не спорю, конечно, V6 он был бы лучше. Это прям безоговорочно, потому что все-таки 185 лошадиных сил, все-таки, крутящий момент, сами понимаете, уже там, по-моему, на 3600. А здесь все-таки все это дело послабже, здесь лошадиных сил всего 145-150, самый объемный четырехцилиндровый мотор Toyota. У него нет вообще, в принципе, никаких болячек, которые кто-то может конкретно назвать. Если даже у того же дизельного 1КЗ самая главная его болячка — это перегрев. Понятно, да? А V6 он просто дороже в обслуживании. А 2.7, да почему нет? Он, конечно, немножко послабже, и, может быть, в каких-то ситуациях у вас могут быть с этим проблемы, но на самом деле это все не настолько критично, как может показаться. Между прочим, этот двигатель многие как раз хотят видеть в этой машине, потому что, знаете, это хорошее соотношение цена-качество, я бы так сказал. В чем выгоднее, можно сказать, да? Начнем с того, что он четырехцилиндровый, значит, меняем всего 4 свечки. Сами понимаете, заменить расходники на V-образный двигатель всегда будет дороже. И, кстати, даже контрактный он стоит, я бы сказал, почти в 2 раза дороже, потому что этот стоит, не знаю, может 1090 где-то так всего лишь.
2,7 литра, да, скажете, не хватит для нормального эксплуатирования автомобиля. А я считаю, что если не ставить гигантские колеса на сток-мотор, то вполне вам всего хватит. Вот я сейчас еду на 2,7, и я что-то еду особенно не разбирая дороги, я вообще не знаю, куда я еду, черт его знает, куда я вообще еду. В этом поколении независимая передняя подвеска, пружинная. Ходы подвески серьезные, спору нет. Даже вот мы пытались выставить его в диагоналку, прям хорошие ходы подвески, да, действительно. На мой вкус немножко клюет носом вот на особенных кочках. Ох, елки-палки. Да, в принципе, кажется вроде, что я вообще никуда сейчас на нем не проеду, а с другой стороны я забываю, что у нас все очень серьезно. Причем, опять же, напомню, что автомобиль сток. Давайте туда теперь поедем. Нам не надо выбирать дорогу, мы едем куда хотим. Вообще просто мы едем куда хотим. Вот он кайф, бездорожный кайф. Полный привод здесь предлагается в разных всяких вариациях. Конечно же, его можно включить кнопочкой отдельно, но на рычаге раздатки. Но самое интересное и самое важное, мне кажется, то, что все-таки есть комплектации с механической коробкой. То есть даже, сами понимаете, наличие даже просто элементарной механической коробки уже в разы увеличивает внедорожные качества любого подобного рода автомобиля. Как и в предыдущем поколении, здесь есть подключение переда с системой ADD, но появился межосевой дифференциал. И блокировка, схема мультимод, хотя бывает и старый part-time жестко подключаемый перед без межосевого дифференциала. Но, конечно, все равно есть понижающая передача, впрочем. Бывают комплектации с LSD, с блокировкой дифференциала. Это хорошие такие комплектации. Они могут нормально преодолевать, даже будучи на заднем приводе, даже без включения полного привода. Есть обычные просто заднеприводные комплектации Sport Runner, если не ошибаюсь. Видимо, вот именно для городских условий, для того, чтобы только ездить по городу. Итак, ребят, взбираемся вот в эту крутую гору. Покажи. Я думаю, серф с этим справится вполне. Так, что значит у нас даем 2500, да, где-то примерно, я думаю. Ребят, я неопытный джиповод, что поделать, сейчас, значит, где-то вот так. Давай. Салоны в целом у Хайлюкса простые. Да, несмотря на то, что схожая архитектура с Прадо, да, салоны, конечно, более утилитарные. Да, тут, конечно, есть пластиковые вставочки под дерево. Ладно, там могут быть сиденья Рикара и руль Момо. Представьте себе, да, комплектация SSR G пожирнее. Она уже предложит уже и кожаные сиденья, там уже и будет белая подсветка, приборы, которые уклон контролируют. То есть просто будет даже, знаете, даже шторочка такая в багажнике. Бывают комплектации с люком в салоне. Люк это, конечно же, неплохо, спору нет. Но, знаете, он очень сильно уменьшает высоту салона. И поэтому, если вы выше среднего роста, вполне возможно, что люк вам все-таки противопоказан будет. Впрочем, самая желаемая комплектация салона SSR V Black Navigator. Черный кузов и черный салон, хром, навигация. И наоборот, White Premium, белый кузов, соответственно, светлый салон, вроде как даже замша. В целом, знаете, все сделано более демократично, что ли. Без лишнего понта, без лишнего выпендрежа. Машина именно для езды, а не для того, чтобы на нее любоваться. Любоваться это из разряда обвеса Invader на Land Cruiser. Что? Обвес на внедорожник? Что? Конечно, нельзя обойти вниманием здоровенный багажник Сурфа. Вот очень большой, тем более он, знаете, на упорах. Можно открыть стекло, то есть оно уходит вниз, нажимаем кнопочку, оно уходит вниз,
а также различное расположение запаски в разных комплектациях. Некоторые покупают именно с калиткой или даже покупают эту калитку и устанавливают на свой сурф, думая, что им не нужно будет пачкаться и лазить там под днище, там как-то это ковыряться. Но, опять же, хотя это на вкус и цвет, спору нет. Стоимость этой модели сейчас, на данный момент, где-то 500 000 рублей. Что, опять, да, про Солярис вам сказать? Кому-то кажется, что рамный внедорожник ездить по городу, да, это нормально. Ну, а я вполне поддерживаю слова Кларксона о том, что водить внедорожник в городе, это примерно то же самое, как надеть презерватив в ожидании удачного случая, ну, что он подвернется. В вопросах надежности я считаю, что если бы машины эти не были бы надежными, они бы не были бы настолько покупаемыми. Все упирается в то, сколько у вас денег, сколько вы денег планируете при случае вложить в ремонт, ну, в восстановление каких-то деталей после каких-то покатушек, да. Ну и, разумеется, от вашего желания ездить на такие покатушки. А то, может быть, вы просто будете действительно живете за городом и просто будете спокойненько ездить от дома до работы, да, ну, не переживая за то, что вам, ну, где-то преградит дорогу какая-нибудь яма там или грязь весной. Ну, опять же, все зависит от резины, сами понимаете. Подвести итог наших маленьких покатушек очень просто. Вам, я уверен, не надо лишнего рассказывать, да, что сурф это классная тачка. Даже ее леворульная, криворульная, как я обычно говорю, версия 4Runner и то хорошо покупалась, и до сих пор в виде БУ тоже хорошо покупается. Демократичная внешне, демократичная внутри, я считаю, за адекватную цену. Что такое 500 тысяч? Вот, не знаю, смешно просто. За джип, за рамный, серьезный, японский, надежный джип. Нечего сказать больше. Подписывайтесь на наш канал, делайте репосты в соцсети. Все ссылки есть в описании, в том числе на самое главное, на мой инстаграм. Всем пока. Да, блядь. Давай. Ах, ёлки, преодоление. Такое настоящее преодоление. Воу, воу, воу. Местами жутковато. Он пытается меня убить. Где-то я недавно видел это дело.